Сегодня, в этом видео, мы хотим поговорить о самых редких и удивительных фактах о Чингуке. О тех вещах, которые редко звучат в интервью и почти не появляются в новостях. Маленькие привычки, странности и моменты, которые делают его не просто звездой, а настоящим человеком. О некоторых из них вы, возможно, даже не догадывались. Мало кто знает, но Чингук до сих пор боится микроволновку. Да, несмотря на всю свою храбрость на сцене, этот страх остается с ним с детства. Ему кажется, что она может взорваться, когда внутри что-то шипит или искрит. Фанаты часто вспоминают, как он отходит в сторону, пока кто-то разогревает еду. Эти моменты стали своего рода мемом, но за ними чувствуется простая человеческая черта – быть осторожным, даже когда ты мировой артист. В 2023 году он удалил свой Инстаграм, хотя у него было десятки миллионов подписчиков. Без громких заявлений, просто сказал «я туда не захожу». Он не ищет внимания, не гонится за лайками. Для него важно не количество подписчиков, а внутренний покой. В эпоху, когда все живут ради лайков, Чингук показал, настоящая уверенность – это уметь быть в тишине. На его теле целая история. Каждая тату несет смысл, воспоминания, кусочек души. Армия – это благодарность фанатам, Джей – символ дружбы с участниками, корона и фиолетовое сердце – напоминание о BTS. Для него это не просто рисунки, а способ сохранить то, что важно. Он не прячет их под одеждой, наоборот, показывает, что не стыдится своей дороги. Но при этом Чингук не любит говорить о чувствах. В одном интервью он признался: «Если люблю, то всем сердцем». Но словами выразить это трудно. Он не из тех, кто говорит громко, он из тех, кто показывает. Его песни, движения, взгляды – вот его способ говорить о любви, боли, одиночестве. И, возможно, именно поэтому его творчество так глубоко трогает людей. Он интроверт. Когда другие отдыхают в клубах или путешествуют, Чингук может просто остаться дома. Музыка, спорт, немного одиночества – этого ему достаточно. Он называет тишину перезагрузкой. Там, где другие ищут шум, он находит равновесие. Самостоятельность в нем появилась еще в подростковом возрасте. До дебюта он жил отдельно, сам стирал, готовил, тренировался. Не потому, что должен был, а потому, что хотел доказать себе, что способен. Он знал, что путь к мечте будет трудным, но именно это и закалило его. Он – настоящий перфекционист. Может пересматривать одно выступление десятки раз, пока не добьется идеала. Он остается на репетиции до ночи, если чувствует, что что-то можно сделать лучше. Для него успех – не аплодисменты, а ощущение, что он сделал все, что мог. Чингук – мультиартист в полном смысле. Он поет, танцует, играет на гитаре и барабанах, снимает и монтирует свои видео. В каждом кадре чувствуется душа, внимание к деталям и невероятное чувство ритма. Спорт для него не просто хобби. Он тренируется почти каждый день. Бокс, бег, растяжка, силовые. Он говорит, что физическая нагрузка помогает ему очищать мысли и чувствовать себя живым. Когда он в движении, он спокоен. Но при всей своей силе он очень чувствительный человек. Может заплакать от мелочи, от песни, от слов благодарности. После концертов он не раз признавался, что не может сдержать слез, не от усталости, а от любви к армии. Эти моменты делают его по-настоящему настоящим. Он однажды сказал: «Меня пугает проснуться и не знать, зачем я все это делаю». В этих словах его страх потерять смысл. Он постоянно ищет новые цели, новые грани себя, чтобы не застрять в месте, где комфортно, но пусто. У него феноменальная память на движение.
Хореографы BTS говорили, что он запоминает танец буквально после одного просмотра. Иногда добавляет свои элементы, и именно они делают постановку особенной. Его тело будто разговаривает с музыкой. Он не любит конфликты. Если кто-то спорит, он просто уходит. Не потому, что боится, а потому, что не хочет терять энергию. Его мягкость – это не слабость, это контроль над собой. А теперь забавный факт. Его любимые зубные щетки – длинные модели марки Уангта. Фанаты шутят, что это легендарная щетка к поп. А он просто говорит: так удобнее, все под контролем, даже чистка зубов. Он любит острое и соленое. Чем острее, тем лучше. Рамен, мясо, специи – вот его идеальное меню. Он говорит, что в таких вкусах чувствует жизнь и энергию. Чингук ценит искренность. У него немного друзей, но все настоящие. Он не терпит фальши и не притворяется ради одобрения. Лучше один честный человек рядом, чем 10 ради выгоды. Слова, по которым легко понять, какой он. Он внимателен к мелочам. Может подарить Стаффу кофе, браслет, записку с «спасибо». Для него это не формальность, а способ показать «я вас вижу». В мире, где все спешат, он остается человеком, который замечает других. Перед выходом на сцену он всегда нервничает. «Если не волнуюсь, значит, мне все равно», — сказал он однажды. Страх сцены — не его враг, а напоминание, что он жив и все еще чувствует. И удивительно, но он самоучка. Никогда не проходил профессиональные вокальные курсы, но обладает природным слухом и чувством ритма. Продюсеры говорят, что он схватывает мелодию с первого раза. Сам Чингук улыбается и говорит: «Музыка сама выбрала меня». Перед каждым важным моментом он шепчет самому себе: «Я смогу». Без пафоса, без театра. Просто обещание, которое он всегда выполняет. И, кажется, именно это простое «я смогу» сделало мальчика из Пусана легендой мировой сцены. Чингук – это не просто звезда мировой сцены. Это человек, который не боится быть уязвимым. Он может бояться микроволновку, но не боится быть собой. Он может плакать после концерта, но никогда не отказывается идти вперед. Он не говорит громких слов, он просто делает. И именно этим он вдохновляет миллионы людей по всему миру. Быть настоящими, не прятать свои слабости, а превращать их в силу. Он напоминает нам, что успех – это не лайки, не слава, не шум аплодисментов. Это внутреннее чувство «я сделал все, что мог». И если сегодня вы чувствуете сомнения, усталость или страх, вспомните его простые слова «я смогу». Потому что иногда именно эта фраза – все, что нужно, чтобы начать двигаться дальше. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Поддержите канал лайком и подпиской. Впереди нас ждут еще больше историй о BTS, их жизни, вдохновении и пути, который меняет миллионы сердец.